Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я буду декорировать павлина. У меня большой комплект игрушек, и это первые 6 павлинов. Я буду декорировать новой филигранью и стразом. И часто мне задают вопрос, какого размера у меня стразы. Уже выкладывала много раз отдельный лист со стразами и размерами. Я беру стразы у Виктории. Если вам нужны, просто пишите ей, как у Натальи. Отсылаете вот какое-то изделие, она знает все мои размеры. А сейчас приступим. Сегодня я декорирую павлина. Здесь я буду использовать новую филигрань и, конечно, новые стразы. Вот такая филигрань двух размеров. Так, сейчас прямо на линейке покажу, потому что знаю, что спросят размеры. Получается вот чуть больше 50 миллиметров, чуть больше 5 сантиметров, и вторая филигрань, ну вот 4 сантиметра. Также мне понадобится одна вот такая филигрань маленькая. Есть такая побольше, 35 миллиметров. Буду использовать стразы разного размера. Вот такие маленькие еще. И немного стразовой цепочки. Также мне понадобится клей. Клей я буду использовать двух видов. Карандаш, ну и пинцет. И пока у меня нагревается пистолет, обработаем филигрань. Здесь я буду отрезать вот этот хвостик на маленькой филиграни. У меня их 2 штуки будет. И вот таких у меня будет 3 штуки. На 2 я также подрежу вот здесь края и одну оставлю. Вот таким образом. Также мне понадобится еще вот такая цепочка. Это у меня 2,5 миллиметра. Крылышко я буду оформлять вот таким стразом. И для него мне нужно отрезать цепь. У меня это будет уходить по 8 вот таких звеньев. И мне понадобится с 2 сторон обработать 2 такие штучки. Раз, два, три, 4. И первую вот эту филигрань я буду располагать вот здесь. Но видите, она не прилегает, поэтому я беру пинцет и вот так ее выгибаю. Чтобы как бы ногти не ломать, я использую пинцет. И примеряю. Вот, посмотрите, как идеально у меня все садится. Если надо еще чуть-чуть. Вот здесь у меня будет одна филигрань. Вот таким образом. И вот здесь у меня будет располагаться вторая филигрань. Так, вот так еще чуть-чуть. Сейчас у нас такие подготовительные работы. Здесь тоже изгибаю. Прежде чем как бы нанести клей, надо все это дело именно подобрать, чтобы все это у нас тут подходило. Затем у меня пойдет вот здесь большая филигрань. Также выгибаю, насколько мне это надо. Не просто вот ровно, как она есть, а выгнуть, чтобы она как бы идеально сюда легла. Здесь у меня будет вторая филигрань. Вот как бы продолжение. Тоже все надо подогнуть. И между ними вот это будет тоже, ее немного вот так подогнем. Придадим форму. Вот таким образом. Теперь мы все подготовили. Вот эту верхнюю филигрань я буду комбинировать клей универсальный и горячий клей, так как лучше приклеится к пластику универсальный, а вот здесь, где хвост, я нанесу горячий клей. Так, сейчас проверю, нагрелся ли у меня пистолет. Нагрелся. Можно, конечно, приклеить и на горячий клей, но вот именно в данном случае лучше будет держаться на вот именно на этот клей. Так, это я нанесла. Так, сейчас вот так схвачу с этой стороны, потому что буду переворачивать. Вот. И теперь наношу горячий клей вот сюда. Вот таким образом. И устанавливаю
павлину и даю закрепиться. И пока я буду работать, чтобы мне не тратить время, я прищепкой вот так закреплю. И теперь вторую филигрань, вот она у меня будет вот здесь. Так, еще раз примеряю, чуть-чуть еще подогнуть. Здесь у меня получается филигрань полностью ложится на вот эти лепестки, поэтому я нанесу горячий клей, очень хорошо все приклеивается. Перехватываю пинцетом и наношу клей. Вот таким образом. И также даю закрепиться. Теперь я примеряю следующую филигрань. Вот все у меня подходит. Так, сейчас. И наношу клей вот сюда. Как бы носик клея, носик вытираю об лепестки, чтобы у меня не тянулись вот эти линии, как бы вот это, что отходит от клея. Прижимаю и также даю закрепиться. Вот здесь у меня как бы продолжение вот этого листика. Следующее. Вот так. И между ними у нас будет вот таким образом. Немного больше сгибаю, как бы, потому что потом я прижимаю сильно, и чтобы это было вплотную. Так, снова. Вот, и прижимаю. И пока у меня тут все подклеивается, я взяла ленту, так же, как делала перышки. Это мне для хохолка. Вот беру, и я просто отрезала, какой длины мне хотелось хохолок, и снимаю всю эту лишнюю ленту, вот эту нитку. Вот что получается. Так, и немного подрежу, так как он мне будет слишком большой. Вот таким образом. Теперь мне надо снять защитную пленку. И скрутить. Вот я под самый край накладываю пинцет и начинаю скручивать. И прижимаю. Немного вот здесь вот ленту отрезаю, чтобы она не слишком выпиралась, длинная. Обжигаю. И приклею хохолок к павлину, пока у меня пистолет горячий. Так, выравниваю и придавливаю пинцетом, даю закрепиться. И прежде чем подклеивать третью филигрань, мы должны проверить, чтобы у нас все хорошо держалось. Вот здесь вроде бы хорошо держится, но вы видите, как бы она немножко вот так вот трясется. Поэтому я беру пистолет, убираю ножку и вот сюда нанесу клей, чтобы склеить. Так, носик прямо вот туда и как бы его вытираем. И даем закрепиться. Чтобы у нас нигде, вот чтобы у нас вот эти перья как бы играли, а тут у нас не прыгало ничего. И также поступаем вот со второй частью. Смотрим, где мы можем подлезть. Так, лишнее отодвигаем, чтобы не зацепить ничего. И залезаем вот туда носиком и подклеиваем. Прижимаем и даем закрепиться. И теперь у нас остается третья филигрань. Также примеряем ее. Вот немного вот эту часть загнем. И наношу клей.
прижимаю и даю закрепиться. Теперь оставляем филигрань подклеиться и немного поработаем над вот этой филигранью. Нам надо ее выгнуть так, чтобы она нам села хорошо на крыло, чтобы не было так, что вот торчит здесь, как бы ее именно подгоняете под крыло павлина. Тут совсем чуть-чуть вот ее выгнуть. Вот таким образом. И я беру универсальный клей, наношу не на павлина, на заготовку, а на саму филигрань. Наношу так достаточно много и не сразу приклеиваю, даю клею, чтобы он немного закрепился. Так, бутылочку можем убирать. И теперь устанавливаю. Я это делаю и оставляю на какое-то время, чтобы у меня все закрепилось, и я могла дальше работать. Нижние вот эти филиграни я буду декорировать вот такими стразами, а верхние вот такими стразами. И затем добавлю немного моих любимых плоских страз. Приклеивать стразы я буду на Е6000, перехватываю. Можно наносить палочкой, и я уже приноровилась вот так носик вытираю об филигрань, и у меня как бы аккуратно получается. Если вы так не умеете, то лучше не рискуйте. Вот я нанесла клей. И теперь беру страз и просто вот держу его до страза с не плоским дном. И подклеиваю. Очень хорошо вот эти стразы ложатся вот в эту выемку. Как бы они вроде бы и неровные, но очень хорошо вот так вот они туда ложатся. Хватаем стразы, если у кого ногти, вот просто краем. И когда накладываем, второй край вот так и опускаем. Так вы ничего не цепляете. И вот что получается. И также декорируем остальные. Клей хорошо фиксирует стразы, но в любом случае как бы лучше дать немного им закрепиться, чтобы случайно нигде ничего не сползло. И я уже подготовила вот эти стразы. Очень люблю именно каплевидные, они самые такие ходовые, везде они как бы нужны. И теперь я также беру клей, вы берите палочкой, аккуратно наносите. Как я говорю, я уже приноровилась. Я уже просто чувствую, сколько выдавливать. И вот таким образом аккуратненько нанесла клей. Так, клей сразу убираю. И теперь подклеиваю вот эти стразы уголком к ветви. Вот таким образом. Клей достаточно густой, поэтому сразу фиксирует все. Ой, извините, у меня сообщение. Вроде бы выключала звук, но забыла. Так, красиво все укладываем. И также поступаем со второй филигранью. И теперь я также беру клей. Вы берите палочкой, аккуратно наносите. Как я говорю, я уже приноровилась. Я уже просто чувствую, сколько выдавливать. И вот таким образом аккуратненько нанесла клей. Так, клей сразу убираю. И теперь подклеиваю вот эти стразы уголком к ветви. Вот таким образом.
Клей достаточно густой, поэтому сразу фиксирует все. Ой, извините, у меня сообщение. Вроде бы выключала звук, но забыла. Так, красиво все укладываем. И также поступаем со второй филигранью. И теперь я рассыпаю вот эти плоские стразы и буду заполнять вот пустые места здесь, пустые места между веточками, и где-то добавлю, чтобы как бы все украсить, вот как бы все замаскировать. Беру клей. И здесь уже как бы кто как хочет, где больше камней, где меньше. Я располагаю вот этим острием вверх, как будто перышки как бы идут вниз. Все поправляем, чтобы у нас все красиво лежало. Также вот здесь и вот здесь. Как бы скрываем все вот эти недостатки. Вот вы видите, как все получается. Я когда ухожу работать в свою мастерскую, у меня тут просто тишина. Редко, когда я смотрю фильм какой-то. Ну вот, люблю побыть в тишине и что-то красивое творить. Вот здесь у нас получается довольно такое большое место пустое, поэтому сюда я подклею еще один вот такой камень. Сейчас посмотрю, где он лучше ляжет. Вот здесь тоже. Как бы здесь уже у кого как получается. Так, ниточки от клея. Нам главное заполнить. Да, вот здесь хорошо он лежит. Заполнить вот это место. Я наношу клей прямо вглубь туда. И прямо на этот клей сажаю страз. Клей высохнет, очень хорошо все будет держаться. Так, и примерю вот здесь страз. Продолжаю декорировать места, где мне кажется, что как бы они такие немного пустые. Так, сейчас все подсохнет, и может быть еще где-то что-то добавлю. Вот мне кажется, что здесь как бы немножко пустое место. Также наношу клей и беру стразину и подклеиваю. Все подсохнет и будет все очень хорошо держаться. Даю немного клею закрепиться и подклеиваю страз. И вот что примерно получается. Конечно, здесь можно добавить уже, если кому-то хочется еще стразы. Вот сюда еще одну просится. Но тоже лучше не переборщить. И сразу я приклею стразину на хохолок. Нанесу клей. Так, и открою. Так, маленький глазок сразу, чтобы не забыть одну стразину. Так. И на хохолок.
Крыло я также буду декорировать. И на середину наношу так достаточно большую каплю клея, чтобы подклеить страз. Сразу клей убираю. Вот этот же страз, который я использовала при декоре хвоста. И подклеиваю. Даю немного закрепиться, так как затем мне надо будет подклеить цепочку. И теперь наношу клей вокруг страза. Беру одну цепочку, укладываю. И другую цепочку с другой стороны. С одной стороны у меня как бы хвостик длиннее, с другой короче, чтобы получился вот такой вот острый носик тут. С этой стороны вот это длиннее, а с этой стороны вот это длиннее. И получается такое остренькое, красивое. И теперь также оформляю крыло. Здесь я буду использовать любимые стразы. Наношу сюда клей. И нанесу на обратную сторону клей. Здесь я прямо вот так носиком наношу, так как у меня здесь стразы идут вплотную. Так, сейчас разверну, чтобы мне было удобнее вам показать. И вот так вот я укладываю стразы. Как бы они идут носиком вниз и в сторону. Вот. И также вторую сторону. Вот что получается. И на сегодня все. Мне надо дать этому всему закрепиться. И затем продолжу декор. Здесь будет павлин оформлен новым бантиком. Поэтому для этого я отвела отдельный урок. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и, конечно, до скорой встречи. Пока-пока.